Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Стали Ханкишиев. Это программа о вкусной и здоровой пище. Наконец-то осень пришла. Я осень жду с нетерпением, потому что осенью поспевает айва. Мой любимый плод, который я не просто ем, я готовлю с ней множество блюд. И то дело, курдюк-то у меня круглый год есть. Вот и начнем все с курдюка, как обычно. Курдюк я нарезаю кусочками среднего размера. Так он вкуснее получится. До готового блюда еще довольно далеко. А перекусить повару никогда не помешает. И отправляем курдюк в мой новый казан. Точнее, казан-то старый, ему уже, наверное, лет 15-20. А вот очаг под ним новый. Об устройстве этого очага я расскажу позднее. Можно даже, когда блюдо будет полностью готово. Огонь слишком сильный. Перекрыл поддувало, и все в порядке. Ничего не пригорит. А теперь попрошу обратить внимание на мясо. Видите, какое у меня мясо? Вот это чистая мякоть от задка. А это голяшки, нижняя часть ноги. Это мясо можно и обжарить, и потушить. А вот это мясо отлично подойдет на фарш. Мясорубка, не мясорубка, а мясо лучше порезать кусками помельче. Так мясорубке будет легче работать, и мясо лучше перекрутится. Из него выдавится как можно меньше сока. Весь сок останется внутри мяса. Я забочусь о количестве сока, потому что для блюда, которое мы сегодня собрались готовить, сок вреден. Да, парадокс, но бывает и такое. А вот немного жира в фарш никогда не помешает. Каждый раз, когда речь заходит о курдюке, люди в комментариях меня спрашивают о том, чем можно заменить курдюк. Послушайте, курдюк – это баранье сало, которое растет у барашка, извиняюсь, на попе. Значит, тем салом, которое у вас есть, и заменяйте. А мне некогда. Пойдемте выжарки, шкварки из казана доставать. Для того, чтобы правильно вытопить шкварки, сильного огня не надо. Они должны вытапливаться достаточно спокойно, и не надо их слишком часто перемешивать. Оставьте это удовольствие на потом. Нам еще будет что пожарить в казане. Нам еще будет где поработать шумовкой. А пока на выжарке немного соли, немного лучку, на лучок тоже немного соли, и лепешечка. Своя, домашняя. Вчера в тандыре пекли. Ну, угощайтесь, не стесняйтесь. Перекусим, пиалочку чая выпьем. 5 минут. Вот эти слова «угощайтесь». 5 минут. Я запомнил по Коканду. А вы знаете, что такое Коканд? Ну, это город такой в Узбекистане. Когда-то столица Кокандского ханства. Когда-то Кокандское ханство простиралось от нынешней Алма-Аты и до половины Узбекистана. Ну а теперь это просто город, даже не областной центр. Но торговые традиции в этом городе до сих пор очень сильны. А кто, как не торговый люд, умеет выстроить хорошие взаимоотношения? Вот мой коканский знакомый Дижахбар Акя Хамидов заходил в огромный офис. Эдакий, как сейчас говорят, open space. Проходит между столов, а в руках у него кулек. И из этого кулька он на каждый стол раскладывает по горстке орешков. Говорит, это вам. Угощает. А потом проходит еще раз, берет кулек с изюмом. И изюм раскладывает на каждый стол. И опять говорит, это вам. И в итоге все документы, все отгрузки для Дижахбара Акя в первую очередь. Хороший, приятный человек, понимаешь ли. Это фисташки. Никогда не добавляли в фарш фисташки? А попробуйте. Вот вместо лука добавить в фарш фисташки и немного изюма. Да, с курдюком, с мясом. Кстати, как там мясо в казане? Самое время помешать. Огонь умеренный. Мне мясо надо поджарить довольно насухо. Я вам уже говорил, что в этом блюде
всякий сок будет только помехой. Так вот, приезжает как-то раз в Коканд очень высокое начальство. А Дишахбар Акят тут как тут. Он говорит свои заветные слова. 5 минут, 5 минут, только чай, угощайтесь. Ну как можно отказать такому любезному человеку? Разумеется, мы согласились зайти на 5 минут, ну ладно, на 10 и выпить по пиалочке чая. Ребята, вы плохо знаете Коканд. Сразу после чая была подана горячая шурпа. Забегая вперед, скажу, что где-то там в конце, часа через 3-4, принесли еще и плов. Но одним из блюд между шурпой и пловом было одно блюдо, которое я назвал айва, фаршированная по-кокандски. Ух, как же я полюбил это блюдо. Я не мог его наготовиться. Я дома готовил, в гости приезжал, готовил. И всем оно так нравилось. Просто поражало все воображение. Немного соли, немного перца, немного зиры. Но этот фарш вкусен благодаря ингредиентам, которые он содержит, а не благодаря специям. Зиры вот совсем чуть-чуть. Чайная ложечка. Хватит. И перемешать. Перемешать фарш как следует. Равномерно распределить в нем изюм, фисташки, курдюк. И сделать так, чтобы он получился, ну скажем так, слегка липким, как котлетный фарш. Ну вот и все. Фарш готов. Пора дальше заниматься казаном. Мясо тоже готово. Ну все, поджарилось, обжарилось. Слегка подсохло снаружи. Вот и хорошо. Освобождаем место под следующие продукты. Ну а мясо, обжаренное мясо, необходимо и посолить, и проперчить. Оно пока стоит, нормально просолится. А теперь морковка. Морковку тоже обжарим в казане крупными ломтями. Опускаем морковь в масло. И некогда долго разговаривать. Надо айву нарезать. Всего лишь навсего на 2 половины. И из каждой половины вырезаем сердцевину. Если углубление получится чуть больше, чем была сама сердцевина, это хорошо. Потому что эту айву мы сейчас будем фаршировать. Начинять мясом, фисташками, изюмом. Ну, наконец-то, хоть одна айва попалась червивая. Значит, натуральная, настоящая. Ничего страшного. Нож есть, выскребаем. Да, это настоящая, родная. Не то узбекская, не то азербайджанская, а то понавезут импортных. Послушайте, ее даже черви не едят. И она не годится на то блюдо, которое мы собрались готовить сегодня. Знаете почему? Она очень быстро готовится. Она очень быстро раскисает. А вот это блюдо, чем дольше будет готовиться, тем вкуснее получится. А это картошку обжаривать. Масло очень горячее и хорошо. Пусть картошка зарумянится. Чтобы она зарумянилась как следует, я не буду опускать ее сразу всю. Буду ее обжаривать партиями. Ну, допустим, штук по 5. Цель предварительного обжаривания всех продуктов состоит в том, чтобы подсушить их снаружи. Ну, во-первых, румяными сделать, конечно, более ароматными, более вкусными. Но самое главное, самое важное – удалить из них лишнюю влагу. Именно из-за влаги айва разваривается. А мне необходимо получить запеченную айву. Айву, запеченную в казане. Конечно, я предвижу вопрос. Сталик, вот у тебя печь стоит. Так пеки ты эту айву в печи. Нет, мои дорогие, я хочу вам сегодня показать еще один подвид казана. Ведь казан, когда он встроен в кирпичный очаг,
может работать не хуже, чем печь. Не хуже, чем русская печь. Вот так фарша берешь, ну вот сколько в ладошке? Ну, с половины айвы, да? И сюда его поплотнее, чтобы заполнило всю полость. И сколько-то фарша пусть остается сверху айвы. Я примерно догадываюсь, что могут подумать многие люди. Что они говорят про себя. Как же это? Фрукты, изюм, фисташки и вдруг мясо. Разве это может быть вкусным? В старину в Средней Азии не было картошки. Не было картошки, которую мы сейчас обжариваем. И что же тогда ели люди? Ну, во-первых, репу. Во-вторых, морковь. Ну, а в-третьих, айву. Даже Абу Али ибн Сино, великий ученый, который жил за 1000 лет до нас, который в Европе известен под именем Авиценна, писал в своем трактате о медицинских науках о том, что плов с айвой – это поистине лечебное блюдо. Мы как-нибудь приготовим с вами плов с айвой. Но сегодня у нас айва, фаршированная по-какански. Как у Дижахбаракя. Вот ты посмотри. Ровно на одну айву не хватило фарша. Не рассчитал. Ну и ничего страшного. Мы эту айву заложим как есть, пустую, дольками. А мало ли чего. Вдруг кому-нибудь из всего блюда понравится именно айва. Пусть ест. Все обжарил. Практически все готово для того, чтобы закладывать продукты в определенном порядке обратно в казан. Но в казане слишком много жира. Да, сегодня неслыханное дело. У Сталика Ханкишиева в казане жир оказался лишним. А и то дело, вы посмотрите на него. Ведь он совсем не аппетитный. Оставим в качестве жидкости для розжига. И все складываем обратно в казан. Начинаем с картошечки. И хочу напомнить вам, а картошку мы разве солили? Нет, не солили. А не соленая картошка, разве это вкусно? Нет, не вкусно. Значит, картошку-то мы и должны посолить. А теперь поверх картошки лакомые кусочки мяса. Все точно так же, как в популярном узбекском блюде казан-кебаб. Было дело, я это блюдо в своих книгах называл пирожок. И был у меня пирожок по-маргелански, был пирожок по-какански. Вот сейчас пока что все очень похоже на тот самый каканский пирожок. Ну а теперь морковка. Морковку я укладываю отдельным слоем, потому что морковка потребует зиры. На морковку немного зиры добавить не грех. Да и вообще, казан, баранина. Как обойтись без зиры? Не понимаю. Еще немного картошечки. Вот здесь, по краям, в качестве подставки под главный продукт. А главный продукт у нас сегодня айва. Вот она, красавица моя, иди сюда. Идем в казан, полезай. Расставляем поближе к бокам, чтобы айва запеклась, чтобы припеклась одним бочком к казану. Послушайте, вот за те 30-40 минут, что мы обжаривали все продукты, кирпич, из которого сложен этот очаг, нагрелся. Он нагрелся примерно так же, как нагревается русская печь. И теперь этот кирпич будет отдавать тепло очень долго. Конечно, под казаном будут тлеть какие-то поленья. Очень так не спеша. Но все-таки главный источник тепла – это кирпич. Кирпич, который отдает свое тепло казану и, соответственно, продуктам очень медленно, очень не спеша. Точно так же, как отдает тепло русская печь. Именно поэтому блюда, приготовленные в правильном казане, настолько милы сердцу русского человека. Да, в нас буквально на генетическом уровне заложена любовь к блюдам томленным, блюдам запеченным, блюдам, которые готовились не бухты-барахты, шинтер-пентер,
Да? А потихоньку, не спеша, с чувством, с толком, с расстановкой и, разумеется, под хорошей крышкой. У меня есть хорошая крышка для этого казана, которая представляет собой, по сути дела, термос. Понимаете? Она не выпустит ни грамма тепла, все тепло останется здесь. И мы можем попрощаться с нашим казаном примерно часа на 1,5, а то и на 2. Все зависит от жара, который остался под казаном. Да вы принюхивайтесь и прислушивайтесь, и все получится как следует. Отдыхайте, развлекайтесь. Я по профессии не повар. Я автор кулинарных книг. И это моя 11-я книга, самая новая из типографии. Давайте сначала рассмотрим обложку. Название «Земля, душа и еда татар» вполне отображают содержание книги. Обычно ведь на обложке полагается изображать, я не знаю, какую-то еду. А здесь ни одного блюда. Но зато здесь есть целых 2 QR-кода. Наводим камеру смартфона на QR-код, и открывается замечательный татарский танец. И не просто танец, а демонстрация самых главных, знаковых татарских блюд. Сметливым людям сразу должно быть понятно, что и все рецепты в этой книге тоже имеют QR-код. И в конце концов начинаем рассказ о татарском народе. Женщина, которой 83 года, из них 70 лет она готовит одно и то же, только катык. Знаете, что такое катык? Вот прочитайте книгу, узнаете. Здесь есть блюда, которые уже начали забываться в татарском народе. Благосостояние народа выросло, и поэтому люди перестали готовить некоторые, очень простые блюда. Но, тем не менее, они очень вкусные. И забывать их нельзя ни в коем случае, потому что это достояние татарского народа. Ну, а тем временем мы готовили чак-чак. Чак-чак – это настолько знаковое блюдо, что чак-чак пришлось готовить дважды. Потому что в Татарстане все готовят чак-чак по-разному. И рассказываем о чак-чаке, который дома приготовить, например, невозможно. Но это то, что следует привезти из Татарстана. Потому что, прочитав эту книгу, вы рано или поздно захотите посетить Татарстан. И у вас возникнут вопросы, а что привезти из Татарстана? В книге об этом рассказано. Если уж что-то непонятно, у вас всегда есть QR-код. Конечно, рецепты, книга, вообще говоря, должна прежде всего вдохновлять людей. Вдохновлять на приготовление этих блюд. Для этого требуются вот такие фотографии. Каждую ниточку скатерти, каждую крошку сахара видно на наших фотографиях. Полюбите, какая фотография. Аппетитно? Захотелось? В книге более 70 рецептов. Очень много рассказов о специалитетах. Мы ездили по всему Татарстану со съемочной группой, с киносъемочной группой. Снимали что-то там, что-то снимали вот здесь. Ко мне приезжали вот сюда, вот прям сюда ко мне приезжала, там знаменитая татарская кулинар, которую зовут Резида Хусаинова. К нам приходили профессионалы, к нам приходили любители. Мы ездили по районам, бывали в селах, бывали в домах у сельских жителей Татарстана, которые готовили для нас вот эти замечательные блюда. В Татарстане очень многое готовят в печах. Точно так же, как вот в русской кухне. Абсолютно уверен, что эта книга понравится любому человеку, кому ее подарят. И эта книга станет украшением вашей домашней коллекции кулинарных книг. Она огромная по размерам, здесь 440 страниц. Бумагу мы выбрали самую лучшую, которую только возможно было вообще приобрести. Поторопитесь с заказами, дорогие друзья. Скоро новогодние праздники, да и дни рождения не кончаются. Да и вот подарок просто хорошему, дорогому человеку, такая книга, мне кажется, это хорошая идея. Успехов и приятного вам аппетита! Сегодняшняя еда заслуживает особой подачи. Необходимо довольно просторное блюдо, чтобы у людей даже было впечатление, как будто бы его готовили в печи. Но тем не менее, идемте сюда, идемте к казану, открываем, заглядываем внутрь. Вы знаете, вот эта зелень,
уже выполнила свою задачу, ароматизировала блюдо. Ее можно, пожалуй, что и убрать. И часть айвы тоже уберем на вспомогательный поднос, чтобы нам добраться до мяса, до картошки. Хотя самое вкусное здесь, разумеется, айва. Уф, горячо, и я могу вам сказать, что сегодня казан горячий не только снизу, но больше горячий даже именно с боков, потому что его грели не только дрова, не только поленья, но еще и стенки печи, стенки правильно построенного очага. Ах да, я же вам обещал рассказать, как устроена эта печь, как устроен этот замечательный очаг под казан. А мы вот как с вами поступим. Вы приходите на мой канал в Ютубе. Я подробно все покажу и отвечу на ваши вопросы. А сейчас нам некогда. Честное слово, некогда нам, потому что нам надо выкладывать готовое блюдо. О, какой сироп образовался! Вы только поглядите. Это просто чудесно. Знаете, если какая-то из картофелин, из тех, что лежали на самом дне казана, слишком сильно припеклась, вплоть до черноты, вы не расстраивайтесь. Просто удалили пригоревшее, да и все. Ничего страшного. Зато знали бы вы, каким ароматом напоено это блюдо и какой сироп образовался на дне. Это просто потрясающе. Еще пару долек айвы подложу. И знаете что? Я вот этот сироп не хочу терять. Нет, я этот сироп наберу прямо ложкой. Это же из айвы натек. И полью им мясной фарш. Вот и все, дорогие друзья. Да, я сделал все, чтобы от чистого сердца, от всей души сказать вам приятного аппетита. И обязательно смотрите нашу следующую программу, чтобы узнать, какое блюдо я приготовил в этой замечательной печи.